Так, девчонки, привет-привет. Может быть, кому-то покажется мое видео неактуальным. Скажите, уже тепло, весна, но вечерами все-таки прохладно. Теплый свитер такой, знаете, баллоневый, уже как бы поздновато, уже тепло. Я решила вот такой комбинезончик, да, связать. Но смотрите, ножки, какие ножки. Речь пойдет не о всем свитере. Здесь как бы ничего особенного нету в этом свитере. Вот в таких ножках мы будем с вами вязать сегодня вот такие вот задние лапки. То есть, что нужно сделать? Нужно связать любой свитер. У меня на канале полно всяких на круглой кокетке, снизу, сверху регланом, то есть множество. Я все ссылки внизу прикреплю, подсказочки наверху тоже, естественно, все будут. Да, вы любую модельку себе выберете, свяжете, но опять-таки же, смотрите, лучше модельку выбирать вот такую, да, чтобы вот так вот было закрыто здесь и потом вот здесь попочка вывязана и вот таким образом закрыта, да, вот. И мы с вами привяжем вот такие вот ножки с вами. То есть, да, мы до этого с вами вязали комбинезончики, ножки были вот тоже вывязаны регланом, да, но как имеет место быть, естественно, вот такой вариант теперь будем делать. Вот. Кто захочет вот такой рисуночек связать, тоже будет ссылочка в описании. Это сердечки называются. Я сделала видео тоже отдельно. Сюда оно не войдет, это будет отдельным видео. Да? Вот, и мы с вами давайте будем приступать, да. Вот смотрите, одну я специально вырезала, да, чтобы вам как бы наглядно показывать. Вторую сейчас мы с вами свяжем вместе. Для этого, да, вам нужно просчитать вот эти вот кромочные петли, чтобы одинаковое количество у вас с одной и с другой стороны было, да. Вот. Я посчитала, нашла здесь 16 петель и здесь 16, да, чтобы, ну, вот именно, чтобы одинаковое количество было. Вот, поэтому, да, вот я отсюда начала, то есть я закрыла вот эти вот петли, и, например, у меня вот это была первая, да, закрытая, изнаночная, вот в нее я прямо и цеплялась, чтобы, ну, вот эта ножка именно сама, да, потому что я первый вариант связала, у меня не очень получилось, я пришлось мне перевязывать, чтобы вот сюда прямо она закрутилась, сюда. Ну, вы когда свяжете, вы поймете, о чем я говорю, и потом я, естественно, сниму и приложу видео, как это сидит на собаке, вы поймете, про что я буду говорить. Вот, пока вы поверьте мне и выбираем, да, вот отсчитываем тоже здесь 16 петелек и начинаем мы с вами цепляться. Цепляться мы с вами будем набирать с лицевой стороны. Итак, да, для этого нам понадобятся спицы. Я вязала на троечке, естественно, я беру троечку, но беру теперь 4 спицы, потому что на 3 спицах я буду вязать. Вот. И советую вам, да, вот пока в самом начале видео, то есть посмотрите видео до конца. То есть как бы нужно посмотреть, осознать, да, что вы в дальнейшем будете делать, ваши действия дальнейшие, да. Может быть, кто-то не умеет вязать на 3 спицах, есть возможность связать это, естественно, со швом, поэтому еще раз повторю, посмотрите видео до конца. Здесь мы вот тут вот такая выемка специально, чтобы удобно было ножки засовывать в задние и также снимать, понимаете. Одно дело одеть комбинезон, другое дело его снять, поэтому и то должно быть, естественно, удобно. Я, как всегда, вы знаете меня, кто со мной вяжет, я всегда все тестирую на своей собаке, поэтому это не так вот я села, там вот связала, вам показала и все. Нет, это путем практических испытаний, так, да, скажем, сделано. Поэтому лучше посмотрите видео, прочувствуйте, да, момент, так скажем, а потом уже приступайте. Смотрите, вот эта петелька, я отсюда от нее отсчитала вот 16 петель, и я цепляюсь. Первую петлю лучше всего зацепить крючком, потому что хвостик можно оставить подлиннее, отрезать мы всегда успеем, правильно? Смотрите, мы набираем петлю и делаем накид. Потом я вот сюда в лицевую и накид. То есть у меня должно получиться, потом вот пошли, девчонки, кромочные. За кромочные я вот цепляюсь за обе половинки, опять набираю петлю
и делаю накид. То есть в итоге у меня должно получиться 32 петли. Не забывайте делать накид, да, потому что я же говорю, я как бы проводила испытания, я связала один, набирала каждую петлю, мне не понравилось, получилось не так, как бы я хотела. В общем, вы тоже, сколько вы отмерили, набирайте столько петелек себе, да, чтобы было одинаковое количество. Не забывайте, сначала просчитайте тут и набирайте одинаковое количество петель. У меня это 32. Смотрите, вот набрала я до конца, у меня получилось 31. Естественно, накидом неохота заканчивать, да. Вот просто в петельку 32 я делаю. Сейчас, если получится. Вот, да, все, 32 петли. Вот, изнаночную сторону мы с вами вяжем, уже начинаем вязать резинкой 2 на 2, как видите, да, распределяем. Но распределяем мы следующим образом. Будем считать, да, что вот это первая, допустим, да, лицевая. Накид, чтобы дырочки не было, нужно провязывать скрещенной. В общем, скрестить петлю нужно. Я буду провязывать за заднюю стеночку, да, вот смотрите, изнанка, изнанка. Ой. Лицо из накида за заднюю стенку, лицо, лицо, изнанка скрещенный, изнанка и так далее. Мы идем, да? Смотрите только, пожалуйста, внимательно, все внимательно, я показываю все подробно. Первое у нас, будем считать мы лицо, 2 изнанки, 2 лица, 2 изнанки и так до конца ряда. Ну, вот смотрите, один ряд мы провязали, дырочек у нас здесь нету. Теперь нам надо 2 ряда лицо, изнанка провязать просто так, да? А потом мы с вами будем делать прибавки. В общем, 2 ряда туда и обратно. Вот, смотрите, провязали мы с вами, да? 3 ряда получается, не считая вот наш, который наборный. Да, теперь мы будем делать с вами прибавки. Смотрите, в начале ряда лицевого, да, вот за кромочной я ввожу спицу и вытаскиваю петлю. Побольше прям ее вытаскивайте, не бойтесь. Всегда можете ее подтянуть. Раз, да, и опять теперь за эту петлю, которую мы накинули, за нее опять ввожу и вытаскиваю еще раз. 2. Все. Но вот эту первую петлю мы будем ее провязывать. А теперь давайте смотреть по рисунку, как у нас было, да? У нас было лицо, значит, у нас будет вот эти кромочная и изнанка. Мы эту провязываем первую лицом, потому что нам так удобнее, не потому что она так идет по рисунку, а потому что так удобнее. И дальше мы уже вписываемся в рисунок. Изнанка, и идем лицо, изнанка, изнанка и так далее до конца ряда. С этого края мы с вами 2 прибавки, 2 петли мы с вами прибавили. Аналогично мы с вами сейчас поступим с той стороны. Я вам еще раз покажу, как это сделать, да? Давайте встретимся мы с вами уже в конце ряда. Довязали до конца ряда, поворачиваемся мы с вами. Вот, и опять проделываем то же самое. Да? Вот между кромочной, после кромочной вводим спицу, достаем оттуда ниточку и одеваем ее на спицу. Раз. И потом между новой, которую мы набрали, еще раз, да? Оп, вытаскиваем и одеваем. Вот. Здесь тоже опять смотрим по рисунку. Лицо у нас лицо и изнанка. То есть первую мы провязываем лицом, потому что так удобнее. Ее все равно нужно провязать, чтобы она закрепилась, эта петля, чтобы она у нас не была растянута и не болталась. Потом изнанка у нас идет по рисунку. И дальше мы идем лицо и опять так далее. Вот. Так мы с вами будем поступать 4 раза. То есть 1 раз мы с вами сделали и еще 3 раза. То есть мы прибавим с вами в общей сложности 8 петель. Было 32 плюс 8,
В общем, нужно на спицах, чтобы было 40 петель. Но опять-таки же можно было сразу набрать, да, 4 отсюда, 4 отсюда. Но тогда бы у нас с вами не получилось вот такой вот, именно вот этой вот выемки. Понимаете? Чтобы ножке удобно было туда залазить и вылазить потом. Вот. И она, видите, имеет вот такую вот дугообразную форму. Если у вас по рисунку, смотрите, заканчивается 2 лицевыми, да, как у меня, мы провязаны здесь лицо, кромочную тоже. В принципе, можно, видите, у нас ниточка остается сзади. Если мы перевернем, она спереди, нам набирать тогда неудобно. Есть 2 варианта. Вы можете последнюю всегда провязывать изнаночной, да, или же просто ее передвинуть вот так назад, нитку. И точно так же набирать дальше петли. Раз. И вторую. Все. Главное, чтобы вы не путались с рисунком и входили в нашу резиночку, в наш рисунок 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные. Итак, у нас сделалось, смотрите, 4 прибавки. 1, 2 здесь, 3, 4 здесь. Итого у нас 8 петель у нас прибавилось, 40 петель на спице. Закончили мы их делать в изнаночном ряду, да, получается? Да. Теперь, смотрите, следующим образом. Нам нужно распределить эти петли на 3 спицы. Мы сейчас будем распределять, смотрите, следующим образом, да, вот с задней стороны, вот здесь. То есть, ну, дальше уже будем продолжать вязать по кругу. Мы поделим вот так, смотрите, 14 петель, 12 и 14. Чтобы 12 у нас осталось вот здесь вот посередине, а 14 здесь. То есть, раскидываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, да. Следующую мы берем, делаем 12. Остается у нас здесь 14. Это опять-таки же я показываю для тех, кто будет вязать на чулочных спицах по кругу без шва. Кто не умеет вязать на 3, там, на 4 спицах, тот также вяжите на 2 спицах, продолжайте. Но единственное, что у вас вот здесь будет потом шов вы сделаете. Но вот здесь мы будем с вами делать убавки. Вы тоже, кто будет вязать на 2 спицах, делайте таким же аналогичным способом. Я потом расскажу, как это сделать. Сейчас мы с вами соединяемся в круг. Да, вот замкнули наш круг. Мне перед камерой немножко неудобно, уж вы меня извините. Вот буду озвучивать по мере возможности словами. Вот. И мы с вами, как у нас идет по рисунку, да, вот так же и продолжаем вязать. Вот эту петлю максимально прям, ну, натяните, чтобы большой протяжки между соединением не было. Прям очень туго провяжите один ряд, да, там 2 ряда. Вот. Мы вяжем 5 рядов без изменения, 40 петель вот так по кругу, 5 рядов. Потом мы с вами встречаемся и начинаем делать убавки. Я покажу, как, чтобы сделать, чтобы было аккуратно, красиво, потому что ножка, естественно, здесь у собачки на ляжке она большая, да, побольше, естественно, а сюда она уже становится поменьше. Вот. А рукава у меня были 24 петли, я вязала рукавчик, но ножка у нас с вами получится 26 петель. В принципе, передние и задние ножки внизу, они же одинаковые. Но я думаю, 2 петли мне собака моя простит. В принципе, можно было бы еще убрать, но это вы уже смотрите сами. Я вам, главное, покажу принцип, как это делается. Вы уже решайте сами, сколько же вам нужно будет сделать убавок. Поэтому, да, я всегда рекомендую, вы сначала смотрите видео до конца. Может быть, вам не нужно слепо следовать, допустим, да, и делать так, как я это вяжу. Там вот количество петель, количество рядов. А может быть, у вас, естественно, свой вариант. Ножки короче у собаки или длиннее. Поэтому, еще раз говорю, нужно всегда просматривать видео сначала, потом делать выводы и думать, подходит ли это вашей собаке или же не подходит. Ну, в общем, 5 рядов мы с вами провязываем и встречаемся. Провязалось 5 рядов, видите, образовалась вот такая вот, как и здесь, дуга, видите, все одинаково, симметрично. Теперь мы будем с вами делать убавочки. Вот здесь вот обратите внимание, кто видит, да, видите,
начались убавки. Сейчас покажу, как мы будем это делать. Вот наше первое начало ряда, да, вы вот кто вяжет на таких спицах, естественно, отметьте себе, да, что вот это у вас начало ряда, это спица начала ряда, это конец ряда. Кто вяжет со швом, то есть кто хочет сделать шов, то же самое вы все делаете. Мы будем делать убавки в начале ряда и в конце ряда, и через ряд. Всего мы будем делать 7 убавок на этой спице, 7 убавок на этой спице через ряд. Смотрите, каким образом. Неважно, что у вас здесь, 2 лицевых или 2 изнаночных первых. То есть первую вы делаете убавку в начале ряда, вот так, да, и довязываете дальше по рисунку до конца ряда. Вот у меня конец ряда, видите, вот выемка, да, вот так я обвязала, конец ряда, и 2 последние петли у меня изнаночные, я их тоже провязываю вместе, но я их сначала разверну, потому что мне так их неудобно будет провязать вместе, вот, провязываю вместе, да, это первый ряд, первые убавки мы сделали, второй ряд мы провязываем без изменений. То есть здесь у нас теперь, не забывайте, одна получилась, да, по рисунку петля. И здесь уже идем мы по 2, по 2, по 2. И в конце ряда, естественно, у нас тоже будет здесь вот одна петля. Все. И давайте сейчас этот ряд провязываем. Еще раз я вам сейчас в следующем ряду покажу. Значит, один ряд мы вяжем с убавками, один ряд без убавок. Итак, теперь третий ряд. Я как бы вам советую, да, считать ряды, то есть убавки будем делать мы в нечетных рядах. Четные ряды будем провязывать без изменений. Те, кто вяжет на 2 спицах поворотными рядами, тем легче, естественно. В каждом лицевом ряду вы делаете убавки, изнаночные просто возвращаетесь. У нас практически то же самое, только мы это делаем по кругу. В одном ряду в лицевом мы делаем убавки, и изнаночный потом провязываем один. Итак, третий ряд. Смотрите, здесь у нас уже с вами одна петля. Здесь дальше идут изнаночные у меня. Я опять переворачиваю их и провязываю вместе. Это в начале ряда. И в конце ряда будет у меня то же самое. Только у меня здесь будут лицевые, и я уже уберу лицевые. Все. Вот так мы делаем убавки пока у меня на спицах не останется 26 петель. Кто хочет поменьше, поуже, пожалуйста, делайте побольше убавок. Или поменьше, наоборот, у кого-то ножки толстенькие, правильно? В общем, я вам показываю принцип, вы уже решайте, сколько делать. Я буду делать по 7 убавок. То есть я с убавками провяжу 13 рядов. Все, да? 7 с этой стороны в начале ряда, 7 в конце ряда. Вот. Так что, если вы вяжете то же самое, вяжите внимательно, все просчитывайте. Третий ряд это у нас идет. И встречаемся мы с вами уже, когда провяжем 13 рядов в 14 ряду. Провязала я, смотрите, 13 рядов. 7 убавок здесь, у меня здесь по одной, видите, все петельки, 7 осталось. И на этой спице точно так же, потому что у нас здесь было 14, тут 12. Ну, теперь как бы для удобства, да, я перенесу вот эти 2 изнаночные с левой на правую спицу, да, и на эту спицу тоже перенесу 2 лицевые, и у меня все будет начинаться с лицевых, потому что мне так удобнее. Вот, все. 13 рядов убавок у нас с вами связано. То есть, значит, здесь 5, потом 13 рядов. И еще я буду вязать 10 рядов. 26 петель у меня сейчас на спицах. Без изменения. Вот это расстояние 26 петель. Ой, 26 петель, 10 рядов. Правильно. Это без подворота. Если вы хотите сделать с подворотом, то добавляйте там себе в зависимости от длины лапок собаки. Вот, в принципе, можно вот так вот сделать, но кому как, да, кому как нравится, девочки. Дальше уже все на ваше усмотрение. Сам принцип я вам показала. Сейчас я провяжу эти 10 рядов и буду закрывать я эластичное закрытие. Точно так же здесь резинки 1 на 1, здесь 2 на 2. Вот, все. И потом мы с вами встретимся, я вам покажу, что у меня получилось. Уже готовый результат. И, естественно, пойду мерить на собаку. Так, ну вот, смотрите, что у меня получилось.
Вот первая ножка, которую я сама связала, вот вторая ножка, которую мы вязали вместе с вами. Получились они одинаковые. Вот. Осталось померить на собаку. Как это будет смотреться, я вам все покажу. Ниточки все убрались, вот здесь вот все. Так что можете, вот я сейчас вот так покажу вам повнимательнее, рассмотреть, разглядеть. Здесь я все вязала резиночкой 1 на 1, без шва, без ничего. Вот и рукава тоже резиночкой 1 на 1. Так, ну, будет сидеть по фигуре, так скажем, да. И вот этот вот сам рисунок тоже, естественно, ссылку я все приложу. Просто как бы нету надобности, да, снимать опять расчеты, опять все вот это вот. У меня уже очень много видео по этому поводу, как вязать этим регланом. Вот. Я все ссылки внизу обязательно приложу. Заходите, смотрите, выбирайте любую удобную модель для вас. Да, то есть у меня, видите, без застежек будет одеваться вот так целиком. Ну, решила я так сделать, да, для своей собаки. Вы уже там смотрите, как хотите. Можете сделать застежку здесь. Есть у меня видео тоже, как пришить молнию. Можете пуговички сделать. Все варианты у меня на канале есть. Кто не найдет, пишите мне в комментариях, я обязательно подскажу. По поводу пряжи хочу вам немного сказать. Вязала вот с такой пряжи я. Это переработанная пряжа, 100% шерсть. Взяла ее как бы первый раз. Я не знаю для кого, как новинка, не новинка. Для меня новинка, но мне очень понравилось. Вот у меня осталось. В общем, на комбинезон из 100 грамм вот уходит где-то 50-60 грамм. Очень как бы выгодно брать. Можно еще потом что-то, свитерочек или что-то связать, там, если девочка в платье. Вот как бы и все. Мы пошли мерять, девчонки. Если у вас какие-то вопросы возникнут, обязательно мне пишите через соцсети или через комментарии. Отвечу, пожалуйста, на любые вопросы. Вот. И обязательно читайте описание и внизу ссылки. Все ссылки будут обязательно. Тут же будут подсказочки, попробую я все это выложить по максимуму, да. Так что вот, всем пока-пока. Вяжите и наслаждайтесь процессом. Девочки, смотрите, мы нарядились. Посмотрите, как он идеально у нас сел. Вот помните, я говорила вам про то, что нужно захватить вот здесь вот несколько петелек, чтобы ножка села у нас идеально. Давай покажем вам на пузике. Вот так на пузике у нас. Все сидит у нас замечательно. Да, мамбу? Вот так вот на спинке он смотрится. Так что, девочки, я вам настоятельно рекомендую связать такой свитер. Мне лично очень понравился. Ну, очень. Как вторая кожа. Может быть, еще из-за пряжи это все-таки тоже влияет, пряжа. Пряжа очень приятная, очень хорошая, не колется, ничего. И видите, сидит, не растягивается, все замечательно. Мамба, скажи, ты рекомендуешь? Рекомендуешь. Так что, девчонки, все вяжем.